Всем привет! Сегодня мы продолжаем, и теперь мы наконец-таки двигаемся дальше. До этого мы сделали всю вкладку Elements, и сейчас продолжаем, работаем с вкладкой Forms. Здесь у нас будет один тест, в моем случае это будет один метод, который будет все это дело заполнять, отправлять, и второй метод, который будет нам выдавать результат, ну, точнее, мы будем этот результат получать и сравнивать с теми данными, которые мы отправили. Давайте посмотрим вообще, как это выглядит, как это работает, ну, и заполним рандомными данными. Так, ну, все это будет довольно... Так, здесь у нас есть предмет, то есть у нас здесь список есть разных предметов, допустим, там чекбоксы. То есть, смотрите, у нас здесь есть большое количество элементов, которые мы можем использовать. Ну, там, условно, какой-нибудь такой. Так. Далее, оп. И что? Отправляем. Вот мы получаем вот такой вот модульное окно, которое нам, в котором прописаны все наши данные, и мы их вот будем сравнивать. Мы уже со всем этим работали. Поэтому я рекомендую вам сделать это самостоятельно и потом посмотреть уже, как сделал я, и сравнить с тем, как сделали вы, что-то будет лучше, что-то так же и так далее. Вот поэтому я подожду 5 секунд, и мы продолжу показывать свой процесс. Итак, поехали. Для начала, так как у нас новые тесты, новый набор тестов, мы будем создавать новые файлы. Вот. Ну, казалось бы, вообще, на самом деле, в нашем случае это можно было не создавать, потому что у нас есть, поскольку здесь всего один тест, казалось бы, можно было бы засунуть это в элемент, elements page, elements test, но бывает такое, что функционал развивается, становится тестов все больше элементов, и поэтому мы, ну, я считаю, что стоит, конечно, это выделить в отдельный класс, поскольку действительно он является отдельным классом, отдельной вкладкой. А у нас здесь на сайте каждая вкладка это будет свой отдельный класс. Итак, поехали. Ну, с чего начнем? Начнем с тестов. Везде мы создаем файлы. И все достаточно будет, ну, просто. То есть форм тест. Форм тест мы создали. Да, добавляем в git. Далее странички form page. Form page. Далее у нас будет form page locators. И тоже добавляем. И, в принципе, мы уже готовы начинать. Я, ну, для того, чтобы в некотором смысле сэкономить время, возьму, условно, скопирую. То есть у нас здесь будет наверняка... Хотя нет, я думаю, здесь будет неправильно, потому что, ну, я хотел для скорости просто скопировать какие-то первоначальные данные. Ну, ладно, начнем по порядку. Итак, первое, что нам нужно, это сделать наш класс. Это будет класс form page. Так, извиняюсь, не тот момент. Заполним сейчас тест.
нас будет класс тест форм. У него будет класс тест form page. И здесь будет один единственный тест, который будет называться тест form. Тест form. Здесь нам понадобится, ну, мы будем единственный импорт делать, ну, в будущем мы сделаем Allure, будет у нас импорт Allure, но сейчас пока мы будем просто делать импорт нашего форм-пейджа, которого мы, ну, как все как обычно, я думаю, если вы уже смотрите с самого начала или вообще, в принципе, посматривали мои видео, вы понимаете, что тут все достаточно просто. Вот. И ссылочку обязательно забираем. Так. И форм open. Вот этого пока достаточно. Затем form page. Form page. Так, тут у нас класс form page. Наследуемся от base page. Конечно же, нам здесь обязательно нужно это все импортировать. Сразу же можно здесь все импортировать. Далее у нас locators, form, page, locators. Все это здесь копируем, вставляем сюда. Ну, здесь тоже будет пока что класс только один. Так, отлично. Далее один из первых, но не последних методов, это будет fill form fields. Ну, то есть метод, который будет заполнять это все и отправлять. Здесь я, конечно же, воспользуюсь нашим замечательным генератором. Напомню, кто не помнит или не знает, у нас здесь есть генератор GeneratePerson. Мы его здесь еще обновим, поскольку, как вы можете заметить, у нас здесь не все нужные поля. У нас их тут очень много. Ну, что-то мы, возможно, добавим. И для начала делаем person next generated person. Вот, опять все это импортируем. И также нам нужно будет, как вы видели, у нас здесь есть файл. Нужно добавлять файл, поэтому это тоже мы делали в Elements. Кто не знает, посмотрите ролик про upload и download files. Вот это у нас здесь все будет использоваться. File name и pass. Поскольку, опять-таки, смотрим, вспоминаем, у нас generate файл возвращает нам file name и pass. И здесь generate, generate файл. И тоже все это надо импортировать. Так. Затем. Далее у нас идет все достаточно просто. Здесь, как я уже сказал, мы просто все это заполняем и отправляем, поэтому нам нужно это все дело использовать. Значит, что у нас здесь есть? Имя, фамилия. Ну, давайте постепенно
Пройдемся сначала, наверное, чтобы было так попроще, по локаторам и ну, их заполним. Давайте начнем. First name, last name, email. Конечно же, я не помню это наизусть, просто опять повторюсь, у меня есть уже готовый фреймворк, и я периодически его использую для того, чтобы не тратить время, например, там перещелкивать, вспоминать. Импортнем. Вот, у нас тут input, ID, first, так, что ж такое? First name, input ID, first name. Вот, ну теперь уже можно все это дело сюда. Last name. Здесь у нас user email. Так. Такс. Давайте сразу везде все вставляем. Так, далее гендер. Так, гендер у нас будет... Вот смотрите, у нас здесь есть разного рода радиобаттоны на выбор. Вот, и нам неплохо было бы, если бы они в рандомном порядке у нас щелкались. И этого можно добиться сразу же в плане селектора. То есть у нас есть gender radio 2, далее у нас есть gender radio 1 и так далее. И как можно этого добиться? То есть мы берем, условно, у нас будет div, используем чисто для практики, используем возможность некий функционал регулярных выражений. Ну, сейчас вы поймете, что я имею в виду. То есть мы, допустим, у нас называется очень длинно вот это вот класс. Ну, и чтобы его не писать целиком, можно сделать немножко попроще. То есть мы там напишем, например, div класс. Далее отмечаем звездочку, равно custom. Ну вот сразу он уже у нас custom control. Вот. И далее у нас есть... Кликать нам нужно не на input, а на... Ну, как бы... Я выбрал в данном случае label, потому что у меня... Хотя... Сейчас посмотрим. Вот так вот, значит, мы используем класс Custom Control, находит нам наши разные элементы, которые относятся к этому классу. Вот, и нам надо еще больше уточнений, чтобы он смотрел именно на радиобаттоны. Вот, и потом мы делаем, допустим, пусть будет у нас input for gender radio 1. Так, input. Ой, это начинаю с title. Не туда написал. ID. Вот, как вы видите, у нас есть один элемент. 2, 3. 4 нет такого. И вот что мы делаем.
Мы берем, копируем вот этот вот селектор, вставляем его сюда, делаем это селектор F строкой, а тут все достаточно просто. Мы пишем random randint от единицы до 3. И у нас будет рандомно подставляться одно из 3 вот этих вот чекбоксов, радиобаттонов. Вот поэтому тоже такой хороший вариант для, для удобства. Так, далее у нас здесь идет mobile, это user number. Смотрим, это input, input. Далее date burst. У нас здесь получается календарик. Вот, но тут можно также ввести свое значение. Так, ну-ка назад. Пам-пам-пам-пам-пам. Также у нас input, ID. Далее subject. Subject тоже интересен, поскольку нам тут мы вводим, у нас появляется список. Вот, нам на самом деле нужен сейчас взять ID-шник его. Где у нас оно тут есть? Subject, вот, subject контейнер. Нет, подождите, у нас не контейнер, наверное. Так. Subject. Нам нужен input его. Вот он. Subject input. Так. Далее hobbies. С hobbies такая же ситуация. То есть мы берем нашу вот эту вот часть. Смотрим, где у нас здесь вот hobbies checkbox. Также пишем input, ID. Так, куда это пропало? Hobbies checkbox. Один, два, 3, 4 нету. Все. Забираем. И здесь вставляем. Ну и тут тоже это все используем. Так, далее файл input. Файл input. Вот здесь у нас нужен input ID. Далее current address. Здесь тоже у нас, здесь text area. Поэтому мы вставляем здесь и пишем text area. Text area. Далее у нас select city. Так, где у нас select city, select state. Здесь select state. Смотрим. Select state у нас будет, наверное, здесь, может быть, выбрать.
Надо поискать надо. State City. Select Label. Вот так. Глубоко закопался. ID. Все, нашли. React Select 3 Input. Select State вставляем. То есть у нас input. Понял. Понял, почему у меня так написано. То есть input. То есть мы сначала должны кликнуть на Select State, а потом уже, наверное, выбирать. А обычный айдишник у нас... Где у нас он? Div. Пам-пам-пам-пам. Ага. Вот он тут-то лежит. Div с ID state. Так, state input есть. Select city. Давайте предугадаем. Вот он, Select City, айдишник. Также нам нужен Select City Input. Так, нет, это у нас уже было. И это у нас будет... Опять надо будет глубоко копнуть. Это React Select 4 Input. Ладно, я просто вот это скопирую и заменю на 4. И Submit. Ну, я предполагаю, что у нас это будет просто submit, айдишник submit. Так, у меня почему-то тут экран не влазит сайт. Это плохо. Button ID submit. Button submit. Вот table result. Ладно, мы пока это закомментируем. Все, с селекторами разобрались. А теперь, ну, будем писать сам метод. Вот, уже все для этого, можно сказать, готово. Так, ну и начинаем с самого простого. Выбираем self. Locators. Нам нужно, извините, нам нужно, чтобы элемент был видимый, поэтому мы делаем is visible. Далее наш локатор. Нет. First name. Дальше send. Case. И выбираем person. First name. Давайте сделаем сразу, у нас будет last name такой же, email вводится такой же. Гендер у нас здесь будет, тут этого не будет. Ладно, давайте постепенно сделаем, а то все это забудется. Так, last name. И здесь тоже last name. Далее email.
И здесь у нас тоже e-mail. Далее у нас гендер. Мы помним, у нас там просто клик рандомный, поскольку рандомные элементы. Далее у нас мобильный телефон. Мобильный телефон. Mobile. И есть ли у нас тут mobile? Мобайла нет. Смотрим сюда, в генератор заходим. Ну, если посмотреть в фейкере, там есть разные методы, связанные с телефонами. Нам подходит такой вариант, как msysdin. Вот поэтому мы делаем faker.ru msysdn. Ну и то же самое, ну, нам нужно добавить в дату, поскольку у нас здесь нет этого mobile, у нас это будет string. Так, все исправилось. Вот сюда мы пишем mobile. Затем, ну, смотрите, ситуация такая, следом после всего этого у нас идет subject. Сейчас я скопирую. Subject. У нас нет этих данных. Смотрите, что у нас там есть. Когда мы нажимаем subject, тут, казалось бы, можно ввести что хочешь. Но начинаешь вводить, например, там M, там сразу появляется список предметов. То есть subject, предмет, ну, это регистрационная форма студента, математика, химия там, и так далее, и так далее. Что можно сделать, но чего я не буду делать, но рекомендую сделать вам, также в генератор, то есть вы можете создать свой генератор, то есть вы здесь, в данном случае дата, наверное, вам здесь не нужна будет, дата класс, вы открываете здесь генератор, создаете generate subject, например, и там создаете массив из тех предметов, которые есть на сайте. Возникает вопрос, например, может быть у вас возникает вопрос, как найти этот список, потому что на M такой список, на C вот такой список. Откуда вы знаете, сколько там их есть на самом деле? А уж если так делать, то нужно все данные взять. Вы берете F12, открываете source и открываете JS. Файл JS. Ну, вы можете просто искать по разным файлам, просто я нашел это в JS. Можно нажать вот сюда для удобства чтения и пишите поиск, то есть Ctrl-F нажимаете, у вас появляется строчка Find, и вы пишете, ну, для того, чтобы найти, допустим, если mass вы напишите математику, то будут разные функции, как бы. Логично, что, наверное, химии не будет. И вы пишете chemistry, и получается, что у нас вот он список появился. Hindi, English, Math, Physics и так далее. И вы можете вот этот вот весь список забрать, сделать из него, взять или список, или словарь, и рандомно проходиться там, вызывать по ключу, а не по значению, и использовать значение. То есть большой вариант использования. Но я так сделаю немножко попроще, и будет это занимать немножко меньше времени, и плюс еще это некая мотивация, что никто кроме вас это не сделает, берите и сделайте. Вот я просто буду использовать математику. Вот, возвращаемся. Там у меня вот здесь есть send-case, и я пишу mass. Все. Но, смотрите, что происходит. Мы вот так вот пишем математика. Убираем up, и ее нет опять. Ее нет. Нам хорошо бы сделать здесь на эту клавишу, добавить кнопочку Enter, то есть Return, чтобы она включилась в этот список. Поэтому после того, как мы вставили send case,
сделаем еще один шажок. Только здесь мы будем возвращать case return. Вот. Надо только добавить это. Да, что такое? Блин, не поторопился. А вот с большой буквы надо. Вот. Окей, далее у нас, что там у нас? Хоббис. Это мы делаем по гендерному подобию. Хоббис. Так. Значит, может быть такая ситуация, если у нас, допустим, на сотке, у меня просто, ну ладно, пока оставим так, возможно, понадобится там где-то использовать, скорее всего, там, например, на кнопке Submit использовать GoToElement. Но вот я сейчас опять проблема возникает. У меня уже была такая проблема, что элементы из-за вот этой нижней плашки скрываются. Вот, поэтому это надо как-то вот решить. То есть, по идее, сайт вообще должен быть гибкий и подстраиваться под любой экран компьютера, но в моем случае почему-то так не работает. Что у нас здесь? Нам нужно здесь брать файл. Self элемент is present, то есть здесь нам не нужно кликать. Помните, мы просто берем и кладем путь наш туда в input, и он добавляется. Так, self locators. Файл input. А здесь у нас будет send case pass. Ну и, конечно же, сразу же мы удалим потом его из нашей файловой системы, чтобы всякого мусора лишнего не было. Далее у нас current address. Здесь тоже, можно сказать, все по такому подобию. Так, лишний раз накидаем. Current address. Current address. Далее select state. Select state. Мы здесь кликаем, а потом уже select state input. Мы просто случайно как бы будем ну, следующее дело, то есть мы вот так вот нажимаем и просто как получилось. Нажимаем и как получилось у нас. Вот. Опять один из вариантов. Вы можете взять там список, сделать, ну, сделать массив, потом выбирать, чтобы, ну, какое-то рандомное слово появилось, и оно кликалось, то есть на вот это вот значение, именно на конкретный какой-то вот название там state или там штатов или города. Вот. Ну, мы идем немножко по облегченному пути, даем возможность вам творить и тратим меньше времени на, ну, как бы, в общем, показываем такой процесс. И подобная схема действует ниже. То есть у нас здесь select city и city input. City input. И в конце всего этого прекрасного дела у нас submit. Вот и все. И дальше мы
будем возвращать person. Person. Вот, поэтому здесь уже можно form page, fill, form, fill. А тут я хочу сделать time sleep. Ну, допустим, пусть будет там на 5 секунд. И давайте запустим и посмотрим, что там происходит. Чего нам будет не хватать. Вот сейчас я записываю все, показываю на экране своего ноутбука. А когда я фреймворк писал, подготавливал, то я писал это на своем большом экране. И тогда сразу возникали проблемы, потому что у меня разное разрешение. Точнее, они сейчас возникают, не то что проблемы, но вопросы. Так, еще немножко переключился. У меня была проблема, что я Google Chrome не обновил, и драйвер свежий. Бывает, у кого-то может быть тоже проблема там с версией Google Chrome. Драйвер у меня был свежий, а Google Chrome не обновлен. Тут я обновил, все теперь нормально пошло. И ошибка выскочила, значит, проблема возникла с гендером. Ну, казалось бы, у нас все правильно, input. Но помните, у нас на прошлых видео было не раз, что также input я пытался прокликать и не получалось. И сейчас я уже как бы понимаю, что здесь нужно использовать не input, а здесь нам нужно использовать label. Вот, label for. Поэтому давайте поменяем, посмотрим. Здесь я специально не буду менять это в hobbies. Тут такая же ситуация. Вот. И проверим, так ли это или не так. Label. Вот. Теперь запустим еще разок. И еще разок, и еще разок. Вот, все у нас прокликалось до hobbies. И опять у нас здесь timeout exception, поскольку у нас здесь элемент не нашелся. И что это у нас за элемент? Hobbies. Вот видите. Теперь здесь, я лишний раз проверю, что я прав, и нам нужно сделать label. Вот label for. Окей. Идем сюда, пишем label for. И запускаем еще раз. Так. Опять ошибка. Не смогли кликнуть на элемент. На какой элемент мы не смогли кликнуть? На Select State. Select State. То есть у нас здесь получается, что его как бы не видно. Поэтому это в моем случае. В моем. То есть вообще хорошо сделать так. Знаете, можно даже, наверное, вот так вот сделать. Там, где у нас visible, мы можем сделать следующее, попробовать. Как-нибудь. То есть у нас здесь есть go to элемент. Можно попробовать, так, чисто для эксперимента, положить go to элемент в go to элемент сюда.
и попробовать, как это будет. Давайте посмотрим. Так, у нас вообще все упало. Ну да, наверное, потому что надо сначала элемент найти, потом к нему уже щелкаться. Да, согласен, все верно. Глупая затея. Ну, или можно как-то лучше поступить. Так, 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 так. Давайте пока сейчас оставим здесь. Пам-пам-пам. Так, попробуем. Угу. Опять у нас ошибка падает. Да, в самом деле ошибка, она, конечно же, связана с тем, что сначала нужно делать элемент is present, и только затем мы go to элемент делаем. То есть мы должны найти элемент дом в дереве в HTML, потом уже к нему скрипт применять. И последнее, что у нас за проблема, это проблема, связанная с сабмитом. Ну, то же самое мы сделаем с сабмитом. Давайте все-таки попробуем такой способ. Немножечко мы чуть модернизируем. То есть будем пробовать так делать. Мы будем делать self go to element, self element is present, локатор. Вот попробуем так. Но у нас все равно не кликается. Не кликается вот именно из-за этой вот хреновины, которая мне здесь мешает. Я до этого, у меня не было такой, ну, проблемы, опять-таки, вот и столкнулся, и пришлось немножко пропустить момент моего поиска, потому что он действительно затянулся. Минут на 15, наверное, зачем загружать ролик. В общем, каким образом избавиться от этого футера и ссылки. Для того, чтобы тесты проходили нормально на моем компьютере, я нашел способы, используя опять-таки execute scripts, то есть используя JavaScript, я удаляю элементы. Ну, выглядит это таким образом. То есть я добавил в bus page такую функцию, где я ищу элемент по тегу, то есть я footer удаляю, а затем я нахожу fixban, close fixban, это вот эта вот кнопочка, которая у меня не работает. Я удаляю ее, потому что она тоже перекрывает кнопку submit.
Вот, поэтому я могу использовать это здесь перед началом всех тестов. Вот, и теперь посмотрим, как это будет выглядеть в реальности. Так, сейчас у нас, надеюсь, все должно получиться. Смотрите внимательно вниз вот здесь. Оп, пропало все. У нас есть кнопка Submit, все у нас есть, все хорошо. И мы получаем модальное окошко. Окей, все получилось прекрасно. Вообще можно так вот придумать, чтобы, например, использовать это в момент запуска всех тестов, удалялся это баннерное окно. Но по сути своей баннерное окно, которое закрывает проблему, делает доступ для меня, как для моего экрана, это является, я думаю, багом, потому что если бы это был бы интернет-магазин, и я не мог бы нажать кнопку «Оплатить», меня бы это дико бесило. Соответственно, это такой серьезный критичный баг, я считаю. Но так как мы здесь, ну, это мы ничего здесь не изменим и не решим, то лучше для того, чтобы более эффективно продолжать дальнейший поиск тестов, я решил сделать такой костыль для того, чтобы лишний элемент убирать, с которым я не могу взаимодействовать. Ну и, кстати говоря, вот в одном из тестов, связанных с Elements Page, у меня была такая же проблема, когда мы разматывали лист, список. Не знаю, насколько это было, насколько бы это сейчас сработало. Где там он у меня? Ну так, вот этот тест. Сейчас ради интереса посмотреть, будет ли эта функция работать здесь. Я пока ее сейчас не добавлял. Посмотрим, убедимся, что он падает и все происходит плохо. Я тогда сказал, что это баг, но это и реально есть баг. И то, что submit, я не могу кликнуть, тоже баг. То есть вот 20, 30, все, дальше не получается. И вот что будет, если мы возьмем перед этим, сделаем remove footer. Если уж это не поможет, то наверняка это такой уж точно стабильнейший баг. Так, сейчас посмотрим. Вот видите, а тут прошло все. Ну, соответственно, этот футер конкретно мешает. Я его здесь удалю, потому что, ну, тут-то уж мы как бы функциональность проверяем, но баг багом он есть. Итак, давайте, ладно, вернемся назад. Все вот это, что у нас там лишнее, закрываем. И теперь у нас есть form page, мы получаем наши данные, ну точнее заполняем. И дальше нам нужно получить модальное окно с результатами. Вот. И так, что нам для этого нужно? Нам нужно для этого найти локатор. Вот, локатор. Так, мне нужно понять, здесь пока я воспользуюсь таким способом, так, значит, заполнить. Оп, оп. Так, теперь посмотрим на наше окошко. Нам нужно, что нам нужно здесь получить? Нам эта таблица, как видите, тут TH, есть, ну, заголовок, header и его значение. То есть нам нужно получить все вот эти TD-шечки, но слева то, что нам не нужно, нам нужно то, что справа. Давайте начнем, посмотрим, где у нас это все лежит. У нас здесь это table responsive. Давайте сделаем, попробуем здесь использовать, ну, для удобства XPath. Каким образом это будет выглядеть? То есть мы
Делаем div. Класс класс table responsive. Вот. И далее, так, td, точнее не так, td, потому что мы через несколько проходим, то есть через th нам сразу надо td. Но здесь у нас получается 20 штук, получается мы каждую чел. И у них есть индексы, то есть есть td, грубо говоря, индекс 1 и td индекс 2. И как это, вот смотрим, td индекс 1, индекс 2. Получается индекс 2 10 у нас штук и 1 тоже 10. И нам нужны как раз вторые. Вот они все у нас есть. Вот, поэтому я забираю этот локатор. Вот здесь у меня будет все раскоммититься by xpass. И вот, ну что, вот. И таким образом это будет все выглядеть. Что мы здесь имеем, как вы можете догадаться, у нас здесь будет список этих значений. Затем мы сюда, здесь мы, значит, используем функцию, напишем def for result. И что нам здесь нужно? Нам здесь нужен список наших значений, то есть result list. Затем у нас будет self elements. Вообще можно, конечно, are present. Далее self locators, result table, date пустой. Проходимся по каждому из элементов и кладем его в... Забираем оттуда текст из этих элементов и кладем текст в наш пустую дату, date. Ну все по классике, это с этим, я думаю, если вы смотрели, вы уже знакомы. Ну, лишний раз мы сделаем goToElement, если у нас не будет достаточно. Так, далее data append, item text и return data. Return data. Все. Теперь мы переходим в наш тест. Здесь у нас это, что есть у нас, это person info. То есть мы здесь возвращаем того человека, которого добавили. Далее нам нужен result. Соответственно, здесь form page и form result. И далее надо посмотреть, как это все у нас выглядит. Посмотрим на print result, print person info. Посмотрим, что здесь будет, как это все будет выглядеть. Я предполагаю, что там будут интересненькие массивы, и можно будет с ними что-то... Точнее, нужно будет с ними что-то придумать. Так. Person у нас, значит, в виде, получается, tuple, cottage. Ага. Ну да, ладно, вот смысл какой. Смотрим, что у нас full name,
есть first name, last name, age, salary и прочие вещи, которые нам не нужны. Просто это длинный большой список. Но мы знаем, что нам надо сравнить. Ну давайте условно мы не будем все там сравнивать. Я сделаю так, что мы будем проверять имя, фамилию и e-mail, который мы вводим. Вот, и для этого нам нужно здесь, это будет у нас первое, это будет давайте, чтобы более было полаконичнее, я здесь сделаю просто буковку P. А здесь мы будем делать, у нас будет first name, затем у нас будет last name, затем у нас будет e-mail. А здесь у нас будет, видите, у нас здесь в результатах first name и last name одним значением идут. Соответственно, тут у нас будет result нолик, result единичка. То есть нолик это 1, 2 и, ну в смысле имею в виду имя, фамилия, и email. Вот. Давайте сейчас запустим, посмотрим. И там мелкое приготовление. Может быть, вы уже догадались, на что я хочу указать, что показать. Не хочется сделать это там в дебаге. Вот, смотрите, мы получили Панфил Беспалов, Жуков это самое. Ну, все то же самое. Единственное исключение, если бы, например, точнее, я не могу взять и сделать как вот таким образом. Смотрите, ну, чисто логически. Это должно быть у нас два листа, то есть два списка. И, казалось бы, я хочу сделать вот так вот. Вот так вот. И сказать, что это будет равно вот этому результату. Давайте, допустим, посмотрим, будет это работать или не будет. Ну, я думаю, опять-таки, вы понимаете, это не будет работать, потому что мы там добавили массив, элементы, и они идут через запятую. Да, а в нашем результате, вот у нас, видите, как выглядит Вацлав Сидоров раздельно, а здесь вместе. Ну, поэтому здесь ничего сложного. Мы делаем так вот, все достаточно обыденно. И такая уже форма, она сработает. Ну, потому что у нас уже будут, соответственно, одинаковые значения. Вот все. Теперь у нас все сработало. Здесь у нас уже принты эти не нужны. Вот. Нам осталось только добавить negative message. The form has not been filled. На этом наш тест закончился. Благодарю за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь в телеграм-канале. Ссылки все есть в описании. И обязательно приведите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе. И обязательно возвращайтесь.